Бүгін біздің арамызға, өздеріңіз білесіздер, Назарбаев университеті жұмыс істеп жатыр. Соны көптен бері біз айтып жүргенбіз. Осы Назарбаев университетінде медицина школасы ашылады деп. Алдағы уақытта осы школа ашылады деп отыр. Сондықтан бүгін біздің осы жиналысымызға осы мектептің директоры Назарбаев университетінің Массимо Пиньятелли келіп отыр. Добрый день, уважаемые студенты, коллеги. Сегодня мы здесь приветствуем директора школы медицины Назарбаев университет Массимо Пиньятелли. Он сейчас выступит с докладом, расскажет о видениях, перспективах. Естественно, будет приглашать точно так же, чтобы там продолжили обучение. Я хотел бы здесь сказать, сегодня у нас буквально до обеда в этом зале сидели 1200 наших выпускников. В настоящее время она продолжается, и представители регионов в разных аудиториях с ними работают. Поэтому, наверное, где-то наши коллеги будут приходить, заходить, выходить. Но в любом случае это как бы учебно-производственный процесс. Поэтому мы думаю, что наши коллеги дальше передадут, да, посольство интервью, вот что он. Сондықтан я хотел бы в первую очередь, чтобы нам представили Массимо Пиньятелли. Для этого я хочу дать слово, здесь большая делегация из Назарбаев университета, сотруднику Назарбаев университета Айгуль Исентаевне. Пожалуйста, Алексей. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые студенты и преподаватели университета. Значит, позвольте мне рассказать немножечко о Массимо Пиньятелли. Значит, профессор Массимо Пиньятелли получил свою степень в медицине из Университета Болоньи в 1981 году, доктор медицины. Затем он завершил свою диссертацию докторскую, исследуя роль адгезивных молекул в развитии и прогрессе коллатерального рака. До того, как присоединиться к университету Назарбаев, он занимал многие руководящие посты, включая главу школы медицины в университете Глазго вплоть до 2013 года. У него более 180 публикаций, и он является редактором современных достижений в гистопатологии, редактор журнала, который называется «Современные достижения в гистопатологии». Он также главный редактор такого журнала, как «Коммуникации и адгезия клеток», и также является бывшим ассоциативным редактором в американском журнале «Патологии». Значит, также он занимал пост во Всемирном исследовательском фонде рака по международным исследованиям. Также он является членом Совета и секретарем Европейской ассоциации патологии и другие различные ключевые посты. Спасибо. Тогда я приглашаю господина Массимо Пиньятелли. Пожалуйста. Opportunity to be here today to tell you a little bit about the Nazarbayev University School of Medicine. Спасибо, здравствуйте, спасибо за возможность сегодня рассказать о Назарбаев университете. It is a really great privilege for me to lead the development of this new medical school in Kazakhstan. Для меня большая честь рассказать вам о нашем университете, о его развитии. And this afternoon I want to share with you our vision for this for the medical school. И сегодня я хочу поделиться с вами нашим видением о медицинской школе в Назарбаев университете. So the vision for the Nazarbayev University School of Medicine, and I will refer to this as NUSOM during this talk. Наше видение о Назарбаев университете школы медицины, и впоследствии я буду говорить школа медицины или НУСОМ, is to become a center of excellence in healthcare education, biomedical research and patient care. Для того, чтобы стать всемирным центром достижений совершенства в сфере здравоохранения и образования. And our mission
is to educate science-based, compassionate and skilled clinicians to practice modern medicine of the 21st century. Наша миссия – это образовать, научить, подготовить будущих клиницистов, которые будут ориентированы на науку, на сочувствие, на высокую квалификацию и навыки для того, чтобы практиковать медицину 21 века. And we want our faculty and our graduates to do cutting-edge research to advance the fundamental understanding of medical science and improve human health. Мы хотим, мы планируем, чтобы наши профессора, наши сотрудники и выпускники могли делать современные исследования, новейшие исследования для того, чтобы продвигать понимание медицинской науки и улучшать здоровье. So it is a very ambitious project, challenging, but very exciting. Это очень амбициозный проект, трудный и такой вдохновляющий, интересный. This slide shows the core value of Newsom. So the core value is really what how we operate as an organization. Этот слайд перечисляет наши ценности, ценности школы медицины и показывает, как мы работаем как организация. And our core values are integrity. So we will do educational activity and research based on ethical and moral principles. Одна из основных наших ценностей – это честность, это работать на основе этических и моральных принципов. Social responsibility. Again, our educational activity and research activity should benefit the society as a whole. Социальная ответственность, то есть наше образование, наша работа, они должны работать на благо общества. Lifelong learning. So we will pursue knowledge throughout life. Пожизненное обучение или обучение в течение всей жизни, то есть искать знания в течение всей своей жизни. Creativity, we want to support innovation in education, research and clinical care. Творчество – это инновации, нововведения в сфере образования, исследования и клинической работы. Partnership, we want to support collaboration between individuals, between organization and institution. Партнерство – это сотрудничество между людьми, между институтами и организациями. Compassion, our graduates and our doctors will need to operate based on empathy and emotion for others. Сочувствие – это ценность, важная для докторов и выпускников нашего вуза. Это эмпатия, сочувствие, эмоции, нацеленные на других людей. And then commitment to excellence, which is really the talent and quality above ordinary standards. Это стремление к совершенству, к достижениям, к таланту и высокому качеству выше обычных стандартов. Okay, you're very familiar with the medical program in Kazakhstan. And in USOM, our plan is to implement a US model where the medical degree, the MD degree, is a graduate program. Therefore, the students, after they finish high school, they will do a pre-medical education, a bachelor degree for 4 years. Then they will apply to medicine, and obviously this is also for 4 years, and then apply to continue with the residency program. Вы знакомы с казахстанской медицинской моделью образования, вот наверху вы можете увидеть структуру образования медицинского Назарбаев университете, которая основана на модели образования США. Она немножко отличается. Значит, выпускники школ сначала получают, как вы можете видеть, премедицинское образование 4 года. После этого они только поступают в школу медицины, также 4 года. И потом они проводят от 3 до 5 лет в резидентуре. И только после этого, после получения сертификата, могут работать как независимые специалисты, врачи. So this is exactly the US model. Our partner, the strategic partner is University of Pittsburgh School of Medicine in US.
and all the students in Pittsburgh, but also in other medical schools in America, they go through this program. То есть это американская модель, она соответствует всем школам США медицинским, и наш основной партнер это университет Питтсбурга. So this slide shows you the overall program for the MD. It's 4 years. We're planning to take initially between 30 and 40 students. Здесь вы можете увидеть программу, значит, доктор медицины, она будет длиться 4 года, и вначале мы планируем набрать группу 30-40 студентов. The majority of the year one is a basic science teaching block. В течение первого года студенты будут изучать как бы науки, основные науки. But with very early clinical experience. Но они с первого года начнут как бы постепенно получать какой-то клинический опыт. So we expect our students from day one to spend time in clinics or hospitals. Мы с первых же дней ожидаем, что наши студенты будут проводить какое-то время в клиниках и в госпиталях. But obviously as observers. Ну, вначале просто как наблюдатели. And even in the basic science block, there is very much clinical teaching. И даже в течение первого года, который называется как бы основная науки, у них все равно будет какой-то клинический как бы опыт. Then in year two is what we call the organ system. В течение следующего второго года они будут изучать такой блок, который называется система органов. And it's basically is integrated basic science teaching together with clinical experience. So, for example, when the student learn cardiovascular system, К примеру, если студенты будут изучать сердечно-сосудистую систему, they will learn the anatomy, они будут изучать анатомию, the physiology, физиологию, the pharmacology, фармакологию, the pathology патологию, of the cardiovascular system, сердечно-сосудистую систему, together with some clinical cardiology. вместе с клинической кардиологией. And although we have also some traditional lecture-based teaching, И хотя у нас будет также классическая обычная система лекций, we have a small group discussion, patients interviews, problem-based learning, team-based learning, simulation training, standardized patients, and we expect that the student will also take the American licensing exam, USMLE, at different stages of the program. И как бы, кроме лекций, также у студентов будет на каждую неделю, на недельной основе какие-то обсуждения, интервьюирование пациентов, а также обучение на конкретных каких-то проблемах, изучение, возможно, каких-то случаев. Да? Из практики они будут также обучаться в группах, будут какие-то симуляционные тренинги, типовые пациенты, и также будет такой экзамен стандартный, который называется UCMLE, это такой стандартный медицинский экзамен на лицензию медицинскую в США. And in year 3 and year 4, then the student goes to the hospital and they go through the clinical clerkship. В течение третьего года обучения они будут начинать уже проходить клиническую практику. So they will learn, they will be attached to a general medicine, general surgery, for example. Они будут как бы наблюдать, участвовать в общей медицина, общая хирургия. And all the other specialties, pediatrics, gynecology, etc. И также будут изучать другие специальности, такие как педиатрия, гинекология, в зависимости от своей специальности.
So this slide shows you the eligibility criteria to apply to NewSOM. На этом слайде вы можете увидеть критерии, кто имеет право поступать в школу медицины. So this is obviously a graduate program, therefore we require students with a bachelor degree or a master degree with at least 2 science subjects, biology, organic chemistry, general chemistry or physics, and then also 1 year of laboratory experience. Так как эта степень соответствует степени магистратуры, поэтому поступать могут студенты со степенью бакалавра или магистра, и они должны иметь, проходить хотя бы такие 2 предмета из перечисленных: биология, органическая химия, общая химия, физика. И также у них должен быть хотя бы 1 год лабораторных исследований. So we require a GPA grade point average of 3 or above out of 4. Проходной GPA или средний балл диплома должен быть 3 или выше из 4. Language skills of IELTS score 7 with no individual component below 6.5. Относительно требований по английскому языку, если вы сдавали экзамен IELTS, то у вас должен быть результат не меньше 7, и по разделам, в секциях не меньше, чем 6,5. Or equivalent TOEFL score as shown on this slide. И также вы можете видеть перечисленные проходные баллы по TOEFL, например, 250, если вы сдавали компьютерный тест, 600 на бумаге и 100 по интернету. So like in US, we also require a medical college admission test with a score of 25 out of 45. И для того, чтобы поступить, чтобы вас приняли в Назарбаев университет, в школу медицины, вы должны сдать тест, который называется Medical College Admission Test или МКАД, и вы должны получить хотя бы 25 из 45. Okay, I'll tell you a little bit more about the MCAT. The MCAT is a standardized multiple choice examination test which is used by all North American medical school for admission. Я хочу немножко рассказать по поводу этого экзамена сертификата МКАД. Значит, это стандартный экзаменационный тест, который в формате вопрос и ответы, перечисленные ответы, и его сдают все студенты в североамериканских университетах, кто хочет изучать медицину. There are a number of international test centers outside North America. Есть определенное количество таких тестовых центров, где можно сдать этот экзамен за пределами США. And I'm delighted that this year we've actually been able to identify the test center also in Kazakhstan. И в Казахстане тоже существует такой центр, вы можете увидеть его адрес. And this is the center in Almaty, which is the American Center for Education and Testing. Этот центр называется Американский центр образования и тестирования. И вы можете видеть адрес. So the MCAT is an online test, which is used to test problem solving, critical thinking, and knowledge of science. At least this year. Этот тест сдается онлайн, и он тестирует ваши способности решать какие-то задачи, критическое мышление и знание дисциплины. I'm saying this year because from 2016 the MCAT test will change and there will be less emphasis on science and much more on problem solving and critical thinking. Вскоре будут происходить изменения в этом тесте, и он больше будет фокусироваться на решении проблемы критического мышления и меньше на знании каких-то дисциплин. But for those students who intend to apply to NewSOM in 2015, they will still take the current MCAT test, which consists of 3 sections: physical sciences, verbal reasoning, and biological sciences. Студенты, которые будут подавать на обучение в 2015 году, всего будут также сдавать эту секцию знания дисциплин. Вот вы можете видеть физические науки, устная секция и биологические науки. So the maximum score for each section is 15, therefore total is 45, and as I said to you,
our minimum score for Newsom application is 25. По каждому разделу максимально можно набрать 15 баллов, общий максимальный балл у этого теста 45, но в Назарбаев университет, школы медицины, мы принимаем студентов с баллами 25 и выше. Okay, this slide shows you the days which have been allocated to us for the MCAT test in Almaty. And in fact, you can, if you go on the MCAT website, you'll be able to see all these dates. Вот этот слайд перечисляет даты, когда вы можете сдать этот тест. Вы можете посмотреть также это расписание на веб-сайте МКАТ теста. There are 4 dates in August. We start on the 1st of August. There are 4 dates in September, only 1 in October, only 1 in November, and 2 in January. So the last date is 23rd of January. Здесь вы можете увидеть, что есть 4 дня в августе, 4 дня в сентябре, 1 день в октябре, 2 в ноябре и 1 в январе, когда вы можете сдать этот тест. 2 в январе. Okay, this shows the stages of student recruitment that we are going to use. I mentioned the MCAT testing starting on the 1st of August with the last possible date on the 23rd of January. Здесь вы можете увидеть этапы процесса вашего поступления. И первое, это то, что вы должны будете сделать, это сдать этот тест МКАТ. Вы можете сделать это в любой день, в этот период с 1 августа до 23 января 2015 года. We will open the Newsom application process on the 1st of January 2015 and it will be closed on the 31st of March 2015. Прием заявлений на поступление в нашу школу откроется 1 января 2015 года и продлится до 31 марта 2015 года. Then the admission committee, chaired by the dean of admission, not by me, we will go through all the application. Приемная комиссия и председатель этой приемной комиссии будет руководитель департамента по приему студентов. Они будут рассматривать документы и проводить интервью. And then we will obviously invite the selected candidate for interview during April-May 2015. Интервью будет проходить в период с апреля по май 2015 года. And then after the interview, then the committee again, chaired by the dean of admission, will make a decision and selection will make the selection of candidate for Newsom. И в этот период, приемная комиссия во главе с деканом по приему, они будут принимать решение, кто прошел отбор. Obviously, we have a very limited number of places in the year 1, the first year, up to 40. But if we have candidates that they meet our requirement criteria, they will be put on a waiting list. У нас ограниченное число студентов, кого мы можем принять, 40 человек, и поэтому очевидно, что какие-то студенты попадут в лист ожидания. So we will send the offer letters in June 2015. В июне 2015 года будут присылаться, письма о том, что вас приняли в университет. And then we will start the first class in August 2015. И первые занятия начнутся в августе 2015 года. So this slide shows you the list of documentation that we require with the application. Этот слайд показывает документы, которые требуются. There will be an application form online. Вы должны будете заполнить аппликационную форму или анкету онлайн на сайте Назарбаев университета. All documents must be submitted online and in English. Все документы, которые вы будете сдавать онлайн, они должны быть на английском языке. The personal statement is an opportunity for the applicant to include information to enhance the application
or to put more, to increase the case for the admission. Personal statement — это такое маленькое эссе, куда вы можете добавить какую-то информацию, которую не смогли включить вот в анкету, ту, которая будет поддерживать как бы информацию о вас. Then one essay, again in English, Эссе на английском языке, in which we are going to ask specifically to clarify how the student would enrich the Newsome community, if accepted. В этом эссе мы вас попросим написать или объяснить то, как вы сможете как вы, значит, будете, ну, как бы, какой вклад вы принесете в сообщество медицинской школы Назарбаев университета, скажем так, почему вас должны взять, принять. Then a valid IELTS or TOEFL report, as well as an MCAT report. Значит, действующие сертификаты IELTS или TOEFL и MCAT. Действующие — это означает, что все сертификаты с момента сдачи, они действуют в течение 2 лет, то есть не старше, чем 2 года. A notarized copy of identity card or passport with English translation. Значит, нотариально заверенную копию вашего удостоверения личности или паспорта с переводом на английский язык. A criminal record clearance from the Citizen Service Center, again with an English translation. Справка о несудимости из ЦОН, тоже с переводом на английский язык. Between 3 and 5 letters of recommendation from tutors or supervisors, academic supervisors. От 3 до 5 рекомендательных писем от ваших преподавателей, наставников и супервайзеров. And also medical certificate. Медицинская форма, вот это 086 наша. Students often ask me, what are the quality that we're looking for in Newsome? What type of student we want to admit? Меня очень часто студенты спрашивают, значит, какого бы студента вы хотели бы принять или какими качествами потенциальный студент должен обладать, чтобы его приняли. And what I say is we want to admit students who are going to become good doctors, actually not just good, but great doctors. И я часто отвечаю, что мы хотим принять таких студентов, которые станут не просто хорошим, а вот очень хорошим, замечательным врачом. And these are the qualities, I think, of a good doctor. A good doctor should be intelligent, science-based, skilled, compassionate, caring, confident, approachable, decisive. Умный, ориентированный на науку, с навыками, сочувствующий, заботливый, уверенный, доступный, дружелюбный и решительный. Newsome and the Nazarbayev University is a great place to study. There are a number of benefits for the student. Obviously, there will be the opportunity to be in contact with international and local faculty. Значит, школа медицины Назарбаева университета — это очень замечательное место для того, чтобы получить образование, и студенты как бы будут в контакте, смогут общаться, получить образование от преподавателей мирового класса. The medical school has been developed in partnership with one of the top medical schools in the US, University of Pittsburgh. Наша школа медицины, значит, имеет университет-партнер, университет Питтсбурга, который находится где-то в тройке лучших медицинских университетов США. All students are on government scholarship. Все студенты, которые будут учиться в школе медицины, они будут учиться на гранте. And there are a number of other benefits like free emergency medical service, on-campus dormitories, free sports center and so on. Также есть другие плюсы, например, бесплатные медицинские услуги, ну такие срочные, общежитие бесплатное и бесплатный спорткомплекс. And also the library resources and the infrastructure is also obviously very well set up, not just for the medical school, but for the entire university with a number of
resources and printed books and e-learning and Wi-Fi and electronic databases. Также наш университет, не только школа медицины, а весь университет имеет очень такую хорошую, богатую библиотеку, инфраструктуру, где там есть и учебники, и периодика, доступ к 57 электронным баз данных, компьютерной лаборатории, Wi-Fi и другие возможности. Okay, well, thank you very much. Спасибо. So this is my email address, and also this is the university website. But we're also just setting up the School of Medicine website, and you'll be able to find all the information related to NewSong very soon. Здесь вы можете видеть мой email и значит, электронный значит, веб-сайт нашего университета, и веб-сайт нашей школы еще пока находится в разработке. Thank you. Thanks very much. Спасибо большое. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Уважаемые студенты, коллеги, наверное, всем будет интересно. Пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, вот в зале у нас установлены 2 микрофона. Можете подойти, представиться и задать свои вопросы. Есть? Хорошо? Чтобы не занять время, можете подойти к микрофону, да? Ага. Наверное, включить надо микрофон. Ага. Здравствуйте, это студентка 5-го курса факультета общей медицины. Спасибо вам за такую информативную лекцию, очень интересная. И я хотела спросить, в данной презентации была информация о поступлении на степень MD. Вот как бы если смотреть на нашу систему, то MD это значит резидентура или магистратура, то есть как это рассматривается? Спасибо. Medical qualification. MD – это базовая медицинская квалификация. So this is the 4 years that we have to take before we become doctors. Yes, that's correct. То есть это 4 года, которые нужно проучиться, прежде чем стать врачом. Thank you. Thank you very much. Здравствуйте, меня зовут Сабралиев Айшер, студент 5-го курса Университета. Я хотел спросить следующий вопрос. С нашим образованием, которое получаем здесь, то есть бакалавриат медицинского университета, можем ли мы поступить в Назарбаев университет и какие программы, то есть МД или другие программы, мы должны, на какие, в общем, подавать свои документы? Какие программы? Obviously biology, as I mentioned, or organic chemistry, with the 2 science subjects, obviously student can apply to medicine. So the requirement for medicine is a bachelor degree, obviously the GPA of 3 and all the other requirements. The other opportunities are also not within the medicine because we haven't started, but there are some master program in biology, and also we're starting some PhD program as well. But in medicine at the moment is only an MD, the MD the option. На сегодняшний день по медицине у нас есть только такой вариант поступления на MD. Для этого нужно иметь степень бакалавра с GPA 3 и с изучением базовых дисциплин, таких как уже упоминалась биология и органическая химия. Поскольку медицина была только начата, то магистерские и докторские программы можно предложить лишь по биологии. То есть мы можем поступить, если у нас были эти биохимия, физика и вы сказали... Yes, you can. Да, вы можете. Большое спасибо. Thank you very much. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, еще. Я студент 5-го курса, Исаков Иван. Хотел бы спросить, вообще будут какие-то программы для резидентов? То есть, например, после интернатуры будет такая программа, чтобы в резидентуру поступать по направлению, по которому выбрать? We haven't really started developing the residency program in NewSong. It is something that we will be doing, but we don't have anything to offer at the moment. Мы еще не начали обучение по программам резидентуры в нашей школе медицины, поэтому не можем пока предложить какие программы. Thank you for answering. And this is because obviously we are focusing very much on the MD program at the moment, with an opening of 2015. И это главным образом происходит потому, что мы больше сконцентрированы на программе MD, которая должна открыться в 2015 году.
Еще, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Ага. А для стоматологов есть какие-нибудь программы? Started any dentistry program. We're starting, I didn't mention, but we're going to start a nursing program in 2016. And I hope that after that we will start looking also dentistry, but not at the moment, unfortunately. К сожалению, на данный момент у нас пока нет программ по стоматологии. В 2016 году у нас будет программа по сестринскому делу, и после этого мы приступим к созданию программ по стоматологии именно. And nursing will be a bachelor degree, again, based on a US model. И также по сестринскому делу у нас будет степень бакалавра, основанная на американских стандартах. Пожалуйста, еще вопросы перед медицинскими вузами, наверное, не только перед медицинскими, и вообще высшими учебными заведениями, что поэтапно нам надо как бы трансформироваться в концепцию Назарбаев университета. В этом аспекте мы можем, медицинский вуз и школа, как-то сотрудничать, работать вместе, составлять какие-то совместные программы, чтобы потом можно было обмениваться студентами, преподавателями. Вообще такая возможность закладывается? Absolutely, yes, definitely. Because I mean that is the spirit of our institution, is really to share our experience and to learn also from other institutions. Да, определенно, и это является одной из задач нашего университета, то есть своим опытом делиться с другими и также учиться и чужому опыту. Пожалуйста. Курса хотела спросить, вот мы должны сдать тест проходной МКАТ, да? Сколько раз его можно будет сдать? You can take the MCAT, if you apply in US, you can take the MCAT up to 2 or 3 times, so there is no limit. But unfortunately, that is actually shown on your record if you fail the MCAT. Например, в США МКАТ вы можете сдавать от 2 до 3 раз, но поскольку это постоянно отражается уже в ваших записях, то это будет иметь значение. В принципе, в Казахстане, так же как в США, можно сдавать 2-3 раза. Спасибо. And obviously, because it's very competitive to get into medicine, and we have a very limited number of places, obviously we will try to select the student with the top score, and obviously that without fail. И, конечно же, поскольку будет определенная конкуренция для поступления на медицинский факультет, и поскольку мы отбираем очень большое количество, мы будем выбирать студентов, которые набрали наивысший балл, и, если возможно, без провалов, то есть с первой попытки. Еще вопрос, коллеги, позволю, да? Сейчас, конечно, мы поблагодарим доктора Массимо Пиньятелли и его команду за то, что действительно они поделились информацией, дали нам возможность, и тем более здесь было сказано, что у нас есть в дальнейшем возможность работать поближе. Поэтому я благодарю вас от имени ректора. Ректор в настоящее время он занят, но после 16 часов мы будем у ректора. В дальнейшем, наверное, мы рассмотрим тоже более близком кругу дальнейшие пути нашего сотрудничества и развития. Сейчас, конечно, у нас где-то полчаса времени. Мы покажем нашим гостям наш Центр практических навыков, Институт стоматологии и институт, научно-медицинский институт фундаментальной прикладной медицины имени Чебарова. Если нет больше предложений, мы на этом завершаем нашу работу. Надеюсь, это только наша первая встреча. Всех благодарю за внимание. Всего хорошего. У нас есть флаеры в школе медицины, их ограниченное количество, поэтому мы, к сожалению, не можем раздать всем, но только желающим. Вы можете подойти к менеджеру
Школы медицины в Ахмате, чтобы, если вас заинтересовала наша школа, чтобы получить фраг. Спасибо.